Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 3 декабря 2018 года. В прошлом вопросе-ответе, Валерий Викторович, вы выступили с обращением к нашим товарищам. Но это не совсем обращение, если вы имеете в виду по политизации процесса. Да, с просьбой не политизировать ситуацию, связанную с арестом Виктора Алексеевича Ефимова. Достаточно интенсивная реакция пошла на это обращение, много, так скажем, сообщений, и даже в частности от Андрея Сенчукова появилось открытое письмо, адресованное в ваш адрес, где он описывает ситуацию со своей стороны и задает вам пару вопросов, зачитаю вот один из них. Валерий Викторович, вы упорно во всех практически выпусках говорите о том, что в нашей стране готовят Майдан. Может, я и утрирую, но, слушая вас, уже начинаешь удивляться, почему же он до сих пор не случился. Чемпионат мира по футболу готовит Майдан. Чемпионат закончился. В течение 3 месяцев готовят Майдан. 2 украинские шлюпки заплыли к нам в акваторию. Быть Майдану. Если бы не грамотная работа наших спецслужб. Не считаете, что такой повесткой дня вы сами подпитываете соответствующий эгрегор? И судя по реакции некоторых ваших слушателей на наше намерение провести мероприятие в поддержку Виктора Ефимова, делаете вы это весьма эффективно. Ну что ж, если я делаю это весьма эффективно, я вот этот вариант, что я подпитываю эгрегор Майдана, ну, даже не знаю, как воспринимать. Вот вы знаете, очень печально, когда люди воспринимают мир вообще плоско и двуцветно. Особенно это печально, когда этими процессами, вернее так, люди, воспринимающие мир именно таким вот образом, занимаются какими-нибудь процессами управления. И особенно, что совсем недопустимо, когда человек говорит о том, что он типа знает концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, то есть строит вот на этом. Все это очень печально, и вот здесь ситуация в полной мере описана правилом достаточно общей теории управления. Если есть иллюзия процесса или объекта управления, то у управленца может возникнуть иллюзия управления этим процессом или объектом. Но результат такого иллюзорного подхода будет всегда объективным и может носить трагический характер как для самого управленца, так и для подчиненных управляемым управленцем этих людей. Вот человек, написавший вот этот вопрос, вот он полностью сказал, что в вопросах управления он не разбирается вообще, от слова совсем. Прежде всего, вопрос написан в очень интересной постановке. То есть, вот у наших либерастов, начитавшихся книги Гарри Поттера, есть такой мем «Тот, кого нельзя упоминать». Вот у народов так называемых примитивных, так называемых,
потому что примитивных народов не существует, и есть народы, находящиеся на разных стадиях технологического развития цивилизации. Вот. А это принципиально разное. Так вот, у народов, у некоторых, есть такая примитивная магия, что нельзя говорить о каких-то негативных явлениях. И если ты не будешь говорить о чем-то, не будешь кого-то упоминать, то значит негативное какое-то катастрофическое развитие событий не наступит. А если оно наступило, пути Господни неисповедимы. И вот на том технологическом уровне такой подход еще в принципе допустим, потому что последствия от таких решений, они ограничены слабым развитием, технологическим развитием общества. В нынешней технологической цивилизации такой подход может привести к катастрофе. И потому в управлении принципиально важным является аспект отслеживания отрицательных обратных связей. И говорить о негативных процессах необходимо, но нужно понимать, что, когда и где. Еще и как говорить. Вот если всего этого не понимаешь, то можешь, говоря о действительно существующих вещах, породить трагическое развитие ситуации. Почему я сказал о том, что человек воспринимает мир плоскостно и двуцветно, и в вопросах управления ничего не понимает? Вот как толпарь, ничего не размышляющий, не понимающий в управлении, расценивает ситуацию. Вот если кто-то что-то сказал, вот будет такая-то ситуация, кризис, то кризис должен наступить. Если он не наступил, то значит вот этот аналитик или управленец недееспособный. Другого варианта просто нет. А посмотрим, как это с позиции концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Есть 3 вида управления. Первое – программное. То есть заложили программу, она реализована. Это как выстрел. Вот взяли винтовку, выстрелили по мишени, либо вы попали по мишени, либо не попали. В идеальной среде, в тире, где не воздействует ни ветер, ничего, вот это все действует. Но если вы стреляете в горах, на воде, при ветре, днем, ночью, то нужно делать соответствующие поправки. На разные дистанции нужно делать разные поправки. То есть уже разный комплекс. Но вот что выразил автор вопроса, он выразил это только программно. Сказано, сделано. То есть такой подход в принципе исключает не только осмысленное управление социальными вопросами, но исключает и спорт, например, боксеров, исключает любую игру, любую абсолютно игру, а уж тем более игру со многими участниками, такие как домино, там, карты, покер, как шахматы, где 2 участника. Просто все это исключается, потому что мир двухцветен. И сказал, должно произойти. Если не произошло, то значит ты определил неправильно. Черчилль в свое время сказал, политик должен объяснить обществу, какие опасности ему грозят, а потом объяснить, почему они не наступили, эти опасности. То есть в человеческом обществе, как и вообще даже в технической среде, управляющее воздействие протекает не просто в каком-то там идеальном пространстве,
Оно протекает в условиях, когда на это управление, оказанное управление, оказывается воздействие факторов среды. И поэтому второй вид управления – программно-адаптивный. Это вот можно сравнить как с крылатыми ракетами, с умными снарядами. Когда по заданной программе они летят, автопилоту самолета, где описаны примерно какие-то воздействия среды. Но в сложных социальных суперсистемах управление одного субъекта управления неизбежно сталкивается с управлением другого субъекта управления. И вот здесь мы, в принципе, наблюдаем противостояние двух бойцов. В шахматы мы садим играть. Какой бы мы план ни придумали, нам постоянно приходится учитывать обратную игру нашего спарринг-партнера. Бокс, фехтование, футбол, любая игра обратная. Поэтому любое дееспособное управление строится всегда по формуле предиктор-корректор. Приведу такой вот обыденнейший пример, почему я вот уже сколько времени говорю о Майдане, о грозящем государственном перевороте, а он все время не наступает. Приведу обыденный пример. Каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда вы должны были сделать, например, ремонт в квартире. Должны. И даже есть мем такой: ремонт нельзя закончить, его можно только отложить. А почему? Берем ситуацию. Вы планируете ремонт, у вас есть определенные задачи. Либо просто стены уже требуют того, чтобы был проведен ремонт, либо же у вас в семье наступают какие-то события, когда вам нужно сделать перепланировку жизни в квартире. Это не означает перенести стены, хотя и это может быть. Означает, что, например, у кого-то в определенное время сын или дочь выходит замуж, женится, и молодым нужно будет жить в квартире, и им для этого нужно освободить комнату. И нужно сделать ремонт до того момента, как они поженятся. Значит, человек решил сделать ремонт собственными силами. Он определяет: так, когда мне объективно выгодно сделать этот ремонт? Когда я смогу это сделать? Так, у меня отпуск, у меня появляется время. До этого отпуска у меня такое-то время. Значит, я могу, оперируя теми ресурсами, которые у меня есть, закупить стройматериалы, завести их, складировать. Подходит отпуск. Но, скажем, на работе происходит какой-то аврал или какая-то другая нештатная ситуация, и человек в отпуск не получилось. Но задачу ремонта это с него не сняло. Тем более, если, еще раз повторю, в семье предстоит какое-то переустройство. К определенной дате надо что-то делать. А у вас было запланировано вот сейчас. Поэтому вы начинаете искать возможности осуществления ремонта в квартире в другие сроки, другими способами, нежели как вы запланировали. Переводя на политику, было запланировано начало Майдана на чемпионат мира, не срослось. Но это не снимает задач управления. И ищутся другие способы. И они необходимы. Потому что не будешь же ты жить на завезенном стройматериалах. Они тебе просто жизнь, самому тебе эту жизнь ухудшают. Значит, ремонт надо провести. Система этого требует.
при управлении сложными социальными суперсистемами, при проведении таких мероприятий, как Майдан, это гораздо сложнее, чем проведение ремонта, гораздо сложнее. И если у тебя что-то в срок не получилось, это не значит, что ты от этого отказываешься. У тебя вся система выстроена на это. Тебе к определенной времени, когда у тебя система должна пребывать в другом состоянии, нужно совершить эти маневры. Тебе это надо сделать. Если ты этого не сделаешь, значит ты в фазе переформатирования системы, которая вот реперная точка, подойдешь в другом состоянии, ты можешь не сделать то, что ты уже планировал по состоянию системы. То есть молодые не смогут вселиться в эту комнату, потому что ремонт еще не закончен. Значит, им надо будет жить где-то в другом месте какое-то время и делать ремонт своими силами. Это образно говоря. Все время происходит действие, противодействие. И когда я говорю о том, какие опасности грозят, и как государственный переворот может случиться в России, и за ним последует гражданская война, я своей информацией гашу это, я оглашаю. Это вот как самолет летит бомбить, а я прожектор на него навел. Это в в формате Второй мировой войны, когда летали достаточно низко, их высвечивали. И вот я прожектором показал всем. И любой человек, который находится на линии фронта, начинает, из нашей армии, так сказать, да, начинает по этому самолету стрелять. Стреляют из винтовок, из пулеметов, стреляют из чего угодно. И он не выполняет свою задачу, он не бомбит объект. Но это же не означает, что не запустят второй, третий самолет. То есть постоянно не получился один вариант, решаем по второму варианту. Не получился этот вариант, решаем по третьему варианту. И так пока не кончится временной лаг у системы, отпущенный на совершение государственного переворота. И только когда подойдет к тому, что вот к этому времени переворот вот в этой стране должен был состояться, а он не состоялся, я вынужден буду работать вот в этой ситуации, вот тогда наступит передышка. Только тогда. А так постоянно, как два бойца, туда-сюда, туда-сюда. И приходится постоянно отбиваться. Постоянно приходится по этому поводу говорить. Вот спроси вот у любого аналитика, вот как могут быть связаны события, инцидент с Укрофлотом, с этими корытами у Керченского моста, поломка самолета у Меркель, отказ от встречи Трампа с Путиным и арест Виктора Алексеевича. Связать не смогут. Просто не смогут. Но я по аресту Виктора Алексеевича говорить не буду, потому что, еще раз повторяю, нужно понимать, когда, что и как можно говорить. А об остальном, я полагаю, там будут вопросы. Вот. Как бы это достаточно такие значимые вещи. Так вот, прежде чем, а мы сейчас поговорим, раз уж затронули тему о тесте системы на состояние проведения Майдана, мы об этом поговорим. Но прежде чем мы к этому перейдем, вот сейчас вот рекомендую каждому взять лист бумаги и ручку. Вот, и переложить на бумагу то, что скажу. А потом, читая, понять, что я буду говорить. Схему, которую я сейчас буду излагать, схемы, они могут строиться как от я, так и от он. Но я буду говорить от позиции субъекта управления, то есть я. Активная фаза, не реагирование, не пассивная позиция, а активная позиция. Так вот, управление по формуле предиктор-корректор имеет 3 схемы противоборства. Первая схема противоборства, она состоит из 2 частей. Это я знаю что-то, мой партнер по управлению не знает.
моя победа. Партнер что-то знает, я этого не знаю. Большая вероятность того, что партнер в противостоянии может выиграть. То есть я изначально поставлен в ситуацию, когда мне нужно будет уже реагировать на действия партнера. Это вот как примерно в шахматах, но значительно сложнее, когда белые начинают и выигрывают. Тот, кто начинает белыми, тот начинает реализовывать свои планы. А черному, кто играет на черных, тот должен разгадать план и построить свою игру. Это значительно сложнее реагировать. Но это просто. Я знаю, он не знает, я выигрываю. Вторая схема заключается в том, что он знает, что я знаю о его планах. То есть, вот когда он знает, а я не знаю, у него большая выигрыш. Но если он знает, вот, что я знаю, я все равно выигрываю. И третье, самое сложное. Он знает, что я знаю, что он знает. И все равно я выигрываю. Вот автору этого вопроса вот такие схемы управления в принципе недоступны. Потому что вот это можно наращивать. Потому что он знает, что я знаю. Вот. Что он знает, что я-то знаю, понимаете? Значит, мне сложнее играть. 100 крат сложнее. И это может нарастать. Вот в какой ситуации проходит реальное управление. А вот не это картинное. А вы говорили, Майдан случится, а он не случился. А вам он нужен, этот Майдан? Вам нужно, чтобы творилось такое бедствие, как на Украине? Людей-то пожалейте. Так вот, в стране и в мире проходит большое количество событий, которые являются тестами на адекватность нашей государственной системы задачам управления государством в интересах всего народа, а не выполнять планы управления Россией, которые присланы из Вашингтонского обкома, что было в 90-е годы. Одним из таких событий масштабных стала провокация Укрфлота у Керченского моста. Я об этом говорил подробно на прошлом вопросе-ответе. И вот эту вопросы мы будем, может, касаться, но разбирать полностью мы не будем. Мы остановимся на других аспектах. А именно на том, а что, собственно, является это событие в рамках общественно-политической жизни на планете Земля. Вот если мы возьмем 17 июля 2014 года, когда был сбит Боинг над Донбассом, то самолет еще не успел упасть на землю. Западные СМИ разразились бешеной истерией по поводу России, что она сбила самолет. Там вообще все катастрофа, катастрофа, катастрофа. Что мы сейчас наблюдаем в связи с инцидентом в Керченском проливе? Мы наблюдаем то, что только сейчас это событие начинают разворачивать против России. Чем апеллирует Трамп, когда отказывается от встречи с Путиным? Событиями в Керченском заливе.
прошу прощения, конечно, пролив. Конечно, пролив. Вот. И что здесь? Только сейчас начинается разворачиваться информационная кампания против России. А в чем связана эта задержка-то такая? Может быть, у Запада не было необходимости наезда на Россию вот так вот? Так нет же. Смотрите, если на Россию хорошо наехать в преддверии G20, то можно Россию поставить в определенную позу и на контактах попытаться получить гешефт от этого. То есть мы пойдем на какие-то уступки, ты чего-то решишь. Может быть, огромный этот самый массив на Россию и так выплескивался, а у Запада не было никакой никакого дополнительного стимула наезжать на Россию. Да, опять же нет. Ну вот давайте смотрим, что произошло на фоне, на фоне чего произошел вот этот инцидент в Керченском проливе. Саммит по Брексит. Трясет всю Европу. Брексит русские хакеры сделали. Подними сейчас шумиху вот по этому поводу, по провокации Укрфлота в Керченском проливе, и все, и нормально. Тебе уже не надо ничего объяснять своим избирателям, своим гражданам, какие проблемы происходят с выходом Великобритании из ЕС. Дальше. У Соединенных Штатов попытка прорыва границы мигрантами, расстрел резиновыми пулями этих прорывающихся мигрантов и гранатами со слезоточивым газом. Тоже бы надо бы какой-то истерии бы закрыть, неплохо было бы, да? А показать, а вот смотрите, русские, ну всегда Запад так делал. Вот. Дальше. События во Франции. Применение водометов, применение слезоточивого газа. Европейский марш женщин против насилия, студенческие протесты в Будапеште. Да еще масса чего. Можно взять из третьего мира, которые тоже нужно прикрыть. Например, химатака сирийских боевиков в Алеппо или нападение на китайское консульство в Пакистане. Масса чего. И все бы можно было закрыть вот этой истерией, ее бы подняли полностью. И не надо управлению западных стран находить какие-то объяснения по отношению к своим гражданам. Вот по каждому управленческому моменту. Можно было показывать, а вот русские, все, как это делалось. Однако промолчали. Не воспользовались. А почему? А потому что этого не надо было делать. Потому что нужна была стерильная обстановка и посмотреть, как вот эта прививка, на эту прививку отреагирует организм. Это вот как манту, ну не прививка, а вот реакцию проверяют. Вот как манту ставят детям на реакцию туберкулеза. Вот это то же самое. И нужна была конкретная ситуация. И, между прочим, снять реакцию с системы, окончательный результат, также прилюдно попытались на G20. Ситуацию я не буду рассказывать. Она прошла прилюдно, ее все великолепно видели, вот, но сейчас о ней говорить преждевременно по целому ряду причин. Мы поговорим просто сейчас немножко о другом. Так вот, что происходит? Проходит этот инцидент. За ним следует инцидент с журналистами, недопущенными в Париже на пресс-конференцию к Лаврову. Лавров сам, российских журналистов не допустили на пресс-конференцию к российскому министру иностранных дел. Это тоже тест. И Лавров его прекрасно прошел.
мы помним сентябрь 2017 года, когда страна была взбудоражена телефонными звонками и вынуждены были эвакуировать торговые центры. Я тогда сразу сказал, это тест. Практика показала, что аналитики ФСБ со своей работой не справились. Объект, на котором будет проведен теракт, они не определили. Что происходит в Москве? Масса телефонных звонков с Украины, о минировании торговых центров и вокзалов, школ в Москве. Аналитикам ФСБ работы очень много, но, видимо, заняты чем-то другим. Вот. И при этом надо понимать простую вещь. Когда рассуждают о том, что Украина сделала то, Украина сделала вот это бред. Украина не обладает никаким государственным суверенитетом вообще. На Украине ничего не может произойти вот такого существенно значимого, как провокация в Керченском проливе или звонки с территории Украины по минированию центров без прямого указания американских государственных органов. У Украины нет субъектности от слова «совсем». Когда мы сталкиваемся с Украиной, мы сталкиваемся с инструментом воздействия США. На Украине все определяет США. В этом плане меня вот забавляет ситуация, которая происходит на российском телевидении. Вот есть хорошая передача «Вечер с Соловьевым». На этой передаче всегда только один лишний, который устраивает из российского телевидения украинское телевидение. Это Соловьев. Вот он там постоянно всех перебивает, никому не дает сказать и все прочее. Но подбор экспертов там достаточно хороший. И информация, которая идет, ну, это вот всем людям полезно. Вот. Но Соловьеву так нужно из штанов выпрыгнуть и показать свое эго, непомерно раздувшееся, что он, в принципе, ну как вот дал слово человеку и тут же его забивает. Ну, ему пока еще корректно говорят. Вот это, ну там иногда так мягко скажут, ну вы же дали мне слово, так дайте мне сказать, что вы тут разразились опять своим словесным поносом. То есть он не умеет себя вести, абсолютно не умеет вести и работать только благодаря тому, что у него публика более-менее приличная. Вот. Он еще, как бы, передача звучит. Хотя видно людей, которых приглашает Соловьев, ну, это такие, что вот, можно прям по фамилиям. И спрашиваю, ну и чего ты пригласил этого человека? Вот какой аспект он тебе может дать? Так вот, я про другое. Вот Соловьев там особенно кнокает эксперта с Украины, это Ковтун, да, Ковтун наше все. Вот. И прям так возносят Василя Вакару, прям такой умный, там ему кто только дифирамбы не поет. Но если послушать Василя Вакару, да, дебил дебилом. Вот просто, вот вообще. У него вторая фраза опровергает первую, третья фраза опровергает первые две, четвертая опровергает первые три. То есть он несет просто бред. Просто бред. А кто самый состоятельный-то аналитик украинский, который выступает на российском телевидении? Будете смеяться, Ковтун. Но Ковтуна понять надо, что он говорит. Вот что сделал простую вещь Ковтун. Он единственный, который выступает целостно, аргументированно и доходчиво. Но над ним смеются, потому что, знаете, когда бьют холопов, когда боятся хозяину что-то сказать. Так вот, что сделал Ковтун? Он прямо признал, никакого суверенитета у Украины нет. Мы работаем как американский инструмент, и Ковтун ведет себя ровно, как ведет американский истеблишмент по отношению ко всему миру.
Так Ковтун ровно так себя ведет да везде, где он участвует. Над ним смеются, но его не слышат. А стоило бы послушать единственного аналитика с Украины, вот представляющего вот этот вот режим, киевскую банду, которого стоит слушать, это Ковтун. И тогда многое станет понятно тем, кто рассуждает об Украине, как о государственности. Но мы ушли немножко. Значит, возвращаемся вот к этому тесту. Что же вообще он из себя представляет? И вот сейчас все аналитики, понимаете, 12 февраля 1988 года было аналогичное событие, которое там, то все, 5-10. Ну да, вроде бы точно. Зашел американский крейсер и эсминец в воды Черного моря, в наши территориальные, их встретил БДК, навалился, все, и выдавил. Ребят, а вы с чего взяли-то, что вот это событие как раз аналогично тому? Аналитики. То, что потому что Черное море и корабли? Если рассматривать, то это вообще событие, которое было запланировано. В планировании этого события участвовал и Горбачев, спектакль. И спектакль с определенными целями-то. А что, в принципе, означает вот этот керченский инцидент? Вот американский сенатор, он что сказал? Мы должны провести операции в Черном и Азовском море, пройти через Керченский пролив международными силами и обеспечить судоходство свободное. То есть, по факту, сенатор России априори отказал в суверенитете. Как там ни крути, но Азовское море – это не международные воды. Это внутренний водоем. Соответственно, этому международное никак не проходит. А во-вторых, а с какой радости вы вообще должны определять как-то режим прохождения? То есть, вы планируете какую-то военную операцию по принуждению России к чему-то, что противоречит интересам России? Интересно. Это тоже вброс информации, и это определенный тест. И вот если бы проход вот этих корыт состоялся на условиях, которые были выставлены, то это означает, что еще один шаг по отторжению Крыма от России сделан. Это вопрос оккупации Крыма так называемыми международными силами, о чем в принципе проболтался этот сенатор. Как его там? Сенатор Рон Джонсон. А вот с каким событием-то надо сравнивать? А я вам скажу, с каким событием. 1983 год. Год, как умер дорогой Леонид Ильич Брежнев. Год, как страной управляет крепкий чекист, государственный патриот Юрий Владимирович Андропов, бывший председатель КГБ. Мне скажут, но как же так? Интеграция с Западом – это как раз проект Андропова. Да, но только он эту интеграцию с Западом хотел проводить на условиях собственных и в интересах СССР. И поэтому он так и строил всю свою политику. В интересах СССР что нужно было ему главное?
Что он поставил задачу? Первое, что он сказал, мы не понимаем общество, в котором живем. Понять общество. То есть, при любом варианте уничтожения СССР, ликвидация, или же СССР развивается и начинает поглощать Запад в себя, понять общество необходимо, иначе будет неуспех. Он такую задачу поставил. А действия его вели не к тому, что он ликвидирует СССР, а к тому, что он поглотит Запад. У Запада встал вопрос, он нас обманул. Мы содействовали ему в продвижении, во власти. Мы содействовали ему, создав, например, Венский институт управления. Мы помогали, мы ему давали выходы в Европу. А он для чего это воспользовался? Для своей страны, для СССР. Да, Андропов воспользовался для СССР, но для СССР не как многонационального государства народов России, собственно, концептуальной власти, а как СССР, оплот мирового марксизма, коммунизма в понимании троцкистов. Он в этом плане. Но даже в этом плане он вступал в конфронтацию с надгосударственным управлением Запада. И встал вопрос, надо что-то делать. А что нужно сделать? А нужно провести тест, посмотреть, кто как себя будет вести и кого нужно будет каким образом продвигать и подвигать. И такой тест был проведен. 1 сентября 1983 года над Сахалином был сбит корейский Боинг. По реакции, по взаимодействию внутри СССР, по взаимодействию с Западом был определен круг лиц, который соответствует интересам Запада, и круг лиц, которые интересам Запада не соответствуют. Кого нужно продвигать во власти, а кого нужно топить. И поэтому Романов, который многими рассматривался как преемник Андропова, стал испытывать очень мощное давление. Андропов быстро умер в 1984 году. Вот в сентябре произошло, а в феврале уже 1984 года он умер. И поскольку баланса сил не было, вернее, было противостояние, которое не могло привести к захвату власти одной группировкой, была поставлена временная фигура Черненко, который умрет. За это время нужно было ликвидировать все кадры, которые будут продолжать хотя бы линию Андропова. Построение мирового коммунизма в формате марксизма и, значит, поглощение Европы в состав СССР. Запад тоже не понимал Россию. И поэтому он на этот вариант не шел. Им нужно было перестроить ментально Россию. А для этого нужно было сначала ее переформатировать. Провести ее через перестройку, перестрелку и через горе лишения реформ. Поэтому нужен был Горбачев. Но для того, чтобы его вывести, нужен был временной лаг, когда при помощи западных институтов можно было подавить внутреннее сопротивление продвижению Горбачева и его команды. И это было сделано. Что мы видим сейчас? Мне надо объяснять, в каком положении сейчас Путин и откуда вышел фильм этот Хантер-киллер. Вот этот инцидент у Керченского пролива – это один в один сбитый Боинг в 1983 году.
полномасштабный тест на предмет устранения Путина и приведения к власти кого-то, кто такие шансы может иметь. То есть не из первого эшелона, не из засвеченных. Они не проходят априори, но нужно кого-то провести, каким-то образом провести. И вот чтобы этот тест прошел чистым, без всякого воздействия, поэтому сначала провели растянутый во времени вот этот инцидент. Если уж в советское время телефоны раскалились, по официальным линиям звонили друг другу официальные лица, то теперь, когда наш управленческий корпус ментально интегрирован, у него дружеские контакты на Западе, вы думаете, им не звонили? Им, любому человеку, который хоть какое-то влияние мог оказать на протекание этого инцидента, на формирование государственной политики, им не звонили? От каждого было получено. Теперь это все будет обработано, рассмотрено. Будут выявлены фигуры, на которые надо будет поставить из второго эшелона, которые надо будет двигать. Все очевидно. Но если только мир не рассматривать плоскостно, двуцветно, только в программном режиме. А нужно и понимать, идет противоборство. Противоборство во всем. И на каждый твой жест противник парирует и наносит свой удар. И здесь вся наша публичная аналитика – это погасить одни процессы управления, запущенные противниками России, и поддержать другие процессы, которые являются выгодными для России, для обретения ее суверенитета. И пока не будет исчерпан потенциал этой системы, этого управленческого маневра, то есть пока либо стройматериалы не будут выкинуты из комнаты, чтобы они не мешали жить, продолжать жить, либо когда закончится ремонт. Ну, это в таком примере. Он некорректный, но тем не менее. Ну что я, вынужден уже на такие примеры, если такие вопросы задают. Хоть что-то, чтобы хоть понималось-то. Вот. Очень опасно, когда люди, не понимая процессов управления, мнящие себя, вот мы там занимаемся. Любое общественно-политическое движение, которое имеет вес в обществе, оно сразу же оказывается под вниманием спецслужб. Чем больше это общественное явление оказывает влияние на общество, тем больше спецслужб мира заинтересованы в контроле этого процесса. И вот так поверхностно, наплевательски, абсолютно не понимая процессов управления, это только подставлять людей. Нельзя. Вот это потому что человек пребывает в какой-то своей иллюзии, но результат этого иллюзорного подхода будет вполне объективен. И может носить, хорошо для него трагически, он сам творец своей судьбы. Людей зачем подставлять? Своеобразный тест на майданутость. Да, абсолютно. У нас готовят Майдан по полной программе. У нас всех с рэперами. Чистейшая операция. Послушайте этого, кто он там по второму каналу. Вести, который ведет там. Киселев, что ли? Да, Вести недели. Его сюжет, это уже просто-напросто показывает, как рэперов раскручивают для совершения Майдана. И он работает на то, чтобы спасти этот инструмент для совершения Майдана и государственного переворота. Потому что одно дело, когда все, его взяли за хулиганство. Он обычный человек, он взяли за хулиганство. Ты чего здесь меняешь местами идеологию какую-то, пытаешься культуру внести? Какая разница? Популярный рэпер он или простой человек? Совершил, будь добр, понести наказание за это.
А то, понимаете, его нельзя наказывать за хулиганство, потому что вот он такой популярный. А почему? А потому что он окажется на 15 суток задержан. Кто ж толпу-то заставит бесноваться на площади? Кто поведет вот этих вот взвинченных эмоционально людей на штурмы администраций? Вот и защищают созданный с собой свой инструмент. Ну, он-то не создавал, он просто отрабатывает в кланово-корпоративной группировке.